Бюджетными, конечно же, эти наушники не назовешь, но и супердорогими за эти деньги они не являются. 10 часов воспроизведения музыки без подзарядки и быстрая зарядка на борту. Плюс 32 часа проигрывания с зарядным боксом, и это сильно. Активное шумоподавление и режим прозрачности, и я здесь про ANC, а не CVC. Конечно же, каждый наушник оснащен двумя микрофонами, сенсорное управление производится тапами. Bluetooth свеженький, версии 5.2. Анимация при подключении с телефонами производителя на борту, удобное приложение для настройки функционала, ну как всегда у Huawei и Honor. Этим набором уже с одной стороны никого не удивишь, но насколько качественно он выполнен, вы сейчас узнаете. Tube 904, всем привет, вы на канале Пользы.нет, меня зовут Саня, канал без мата, обзоры только быстрые и емкие. Розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянные, это 5 Mi Band 6 серии, разыгрываются за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Подписывайтесь с колоколом, а сегодня я расскажу вам про наушники, которыми пользовался уже около 2 недель, и поэтому я уже готов о них рассказать. Honor Earbuds 2 Lite. Полетели. Как всегда, начинаем с распаковки. Коробка небольшая, белого цвета, с изображением наушников, и, на мое удивление, спеков на ней практически нет. Зачем нам характеристики? Мы же так знаем, что мы покупали. Сделана из плотного картона и пришла без повреждений, как это обычно и бывает. Открываем, запах химии просто адский. Очень странно для такого бренда такие дела. В комплект входит зарядный кейс, наушники, 2 запасные пары амбушюр, кабель для зарядки USB Type-C и макулатура, в которой нет русского языка, но есть украинский. Так что, кто знает украинский, милости прошу, проще, чем Google переводчиком переводить. В продаже имеется белый и черный цвет у наушников. Бокс изготовлен из глянцевого пластика. Думаю, даже не стоит говорить, что он сильно пачкается, и как это всем видно на видео, в особенности в белом цвете. Потертости будут появляться достаточно быстро, чехлов пока в продаже я не видел. В руке лежит удобно, не выскальзывает, форма у него прямоугольная. На корпусе расположен вход для зарядки, световой индикатор, кнопка для первоначального сопряжения с устройствами, и на лицевой части по центру имеется надпись Honor. Люфт у крышки есть, в закрытом состоянии, но незначительный. Чего не скажешь, когда открываешь ее, она прям гуляет. Открывать кейс одной рукой без затруднений возможно. Внутри ничего нового нас не ожидает, 2 места для вертикального расположения наушников с контактами для зарядки и небольшой информации на китайском языке. Никаких индикаторов внутри нет, кнопок тоже не имеется. Габариты бокса 45 мм на 61 на 25 мм, а вес составляет 41 грамм. В кармане не мешаются и ничего неприличного не напоминают, но с другой стороны бокс такой приличненький по размеру. От пустого хлопка крышки при закрытии кейса создается впечатление, что он весьма дешевый, хотя и звук при нажатии на кнопку для сопряжения не лучше. Во время тряски не вылетают, как бы я ни старался. Емкость аккумулятора зарядного бокса 410 мАч, хватит его на 4 полные перезарядки наушников, быстрая зарядка на борту, и за 10 минут от бокса наушники нагнали заряда с 0 до 80%. Это прямо сильно. Заряжаться кейс с 0 до сотки будет у вас за 1 час 5 минут. А вот беспроводной зарядки не завезли. Летим дальше. Изготовлены наушники из глянцевого пластика. Очень скользкие, поэтому их сложно извлекать из кейса, но приловчиться довольно легко. На каждом из наушников имеется сенсорная панель для управления тапами, по 2 микрофона, как всегда качественных, но об этом позже. Далее контакты для зарядки, которые не будут забиваться грязью, так как все сглажено. Наушники не сильно габаритные, но и не маленькие. Размер одного наушника 37 мм на 23 на 21 мм, а вес всего 5,3 грамма. Уши от них не болят даже при длительной носке, и, скорее всего, из-за хороших силиконовых амбушюр. Ну, относительно хороших. Я бы их тоже, конечно, поменял, но и эти не печаль. Помним, самое главное — подобрать себе их по размеру. По весу не ощущаются вообще, активное шумоподавление качественное, нет ощущения заложенных ушей. Режим прозрачности достойный. CVC присутствует. Сенсоры приближения работают с задержкой в 1 секунду при включении музыки. Главное, они есть. По одному наушники работают. Бесшовное переподключение только с выключенными сенсорами приближения. Автоматически подключаются при открытии кейса к ранее сопряженному устройству. Анимация есть только на устройствах Huawei и Honor, и в шторке смарта заряд, разумеется, виден на любом телефоне. Драйвера на 10 мм, стандартный динамический. Емкость аккумулятора на один наушник 55 мАч. Отыграли они у меня на 100% громкости с выключенным ANC, активным шумоподавлением, и режимом прозрачности 6 часов 40 минут. Довольно хороший показатель, при том, что прослушивать музыку на полной громкости, по моему мнению, вообще не вариант, во всяком случае, если у вас нет никаких проблем со слухом. Или они появятся. Но об этом тоже в конце. Защита от влаги IPX4 после тестов с водой работают все так же без нареканий. Напоминаю, что так их топить нельзя. Это IPX4. Пота не боятся, но купать однозначно не стоит, в душ с ними не ходить. По тапам имеется воспроизведение, пауза, переключение треков, активация голосового помощника, контроль шумоподавления и режима прозрачности. Приложение AI Live можно скачать по QR-коду, как вы понимаете, наушниками можно управлять через него. В списке этих наушников пока нет, но нажав на плюс в правом верхнем углу откроется поиск устройства. И зажав кнопку
кнопку сопряжения на боксе есть возможность подключить наушники для дальнейшей настройки. И так есть возможность включить-выключить голосовые режимы, режим мультимедиа и обмен контактами. Далее шумоподавление, режим прозрачности, а также обычный режим. После настройки тапов есть вкладка «Другие настройки». Это включение-выключение сенсоров приближения и трансляции данных рейсов и маршрута, а также сведения о наушниках. И главное, что я не упомянул в начале, это обновление прошивки. Что делать нужно? Обязательно со всеми ТВС-наушниками, что вам приходят. Это сложные технические устройства. Здесь думать не надо. Вы всегда, если есть программа, сначала подключаете наушники к программе, обновляете, а потом уже начинаете их слушать, тестировать и все остальное. Это ликбез. То есть нужно быть отменным, странным человеком, если не делать так. Вы же, когда получаете телефон, либо другое сложное устройство, либо ноутбук или компьютер, обновляете там драйвера. Вот здесь то же самое. Перевод в приложении неплохой, но не фонтан. Заявленный производителем игровой режим на данный момент, к сожалению, не присутствует. Возможно, все это дело допилят. Повторяю, что вообще, в принципе, в программе их пока нет. Bluetooth версии 5.2 через одну стену ловят, не отваливаются. Фризов я не наблюдал. Кодеки завезли только AAC и SBC, но даже они отыгрывают просто отлично. Для данной ценовой категории другого я не ожидал. Задержка при просмотре YouTube незаметна, что могу сказать и про задержку в играх. К примеру, в PUBG. Пример вы сейчас видите на экране. Микрофон показал себя хорошо, голос искажает по минимуму, что радует. Посторонние шумы глушит отлично. Напоминаю, что на канале уже есть два топа по 30 пар наушников, исключительно с примерами работы микрофонов. Понятно, они по 50 минут, но это максимально явно, как у вас будут микро работать на улице в этих примерах. Их вы можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу. Там есть и Sony, и JBL, и другие супернаушники, включая вторые синхи. И еще пару топов таких будет. Пример штатного микро Honor вы сейчас услышите. И тест работы микрофонов Honor FreeBuds Lite. Где мы находимся? Разумеется, Петербург. Разумеется, мы ждем парада, который не будет. Сейчас, во всяком случае. Скорость ветра примерно 5 метров в секунду. Посторонних шумов практически нет. Единственное, катера катаются. И что за микрофоны? Микрофоны вы сейчас слышите. Логично, что в помещении они отрабатывают нормально. Смысла теста в помещении нет никакого. Ветер боковой. Если ветер не задувает в наушники, значит, наушники отрабатывают более чем хорошо. Но, как вы прекрасно знаете, что у Huawei, что у Honor с микрофонами проблем, как и у Яблока, не бывает. Так что, если они вам по цене подойдут для микро, можете решать сами, стоит их брать или нет. По звуку выдают очень хороший запас громкости, хватит его любому. На высокой громкости не шипят, но прослушивая музыку на максимум, есть риск оглохнуть. Зря они не сделали ограничений. Мало по мне средних частот, много высоких и нормальные басы. Нормальные — это слоистые, но средний бас по минимуму. В общем, вы примерно можете представить, что могут давать наушники от Huawei или Honor, если когда-то их слушали. Плохого звука у них в принципе не бывает. Над эквалайзер отзываются отлично, для данного ценового сегмента звучат хорошо. Пользоваться при повседневе с их автономностью доставит вам однозначно удовольствие. Звук довольно универсальный, но по мне хуже, чем у Honor NK Free 2 и Meizu Pop Pro, хотя на вкус все фломастеры разные, так что их лучше слушать в магазине. Как и у всех, тут тоже свои недостатки. Нет беспроводной зарядки, маленький набор кодеков, наушники сами по себе очень скользкие и трудно извлекаются из кейса. И не говорите мне, что руки у вас не потеют при 30-градусной жаре в том же Питере. Возможно, вы, конечно, уникален, и, как говорили у меня на работе 20 лет, мертвые не потеют, но если вы не из разряда этих мертвых, все-таки стоит обратить внимание на то, что уши могут быть скользкими конкретно для вас. Понятно, что за счет амбушюр из ушей они вываливаться не будут, но привыкать к тому, чтобы их вытаскивать и засовывать обратно, необходимость будет присутствовать. Лето же ж, жарко. Нет заявленного игрового режима, хотя на процесс это не влияет, и отсутствует регулировка громкости тапами. Тоже не факт, но, возможно, добавят в прошивках. Нет мультипоинта, эпичный фейл, хотя для этой цены неудивительно. Цена не сильно кусается, сейлы на них случаются часто, ссылка
ссылка на покупку, как всегда, в описании. Если есть на них промики и скидка, посмотрите в моей группе скидок в Телеграме по ссылке в прикрепленном комментарии. Ценник плавает, думаю, будет еще ниже. Возможно, надеюсь. Резюмирую, только за звук можно полюбить эти наушники, но тут еще и микрофон отлично отрабатывает, ветер глушит. Собеседник без проблем будет вас слышать, а в остальном зачем еще нужны подобные девайсы? Резюмирую, как и все у Honor, огонь за свои деньги. Есть почти в любом магазине, были у меня Honor Choice, так вот эти на 2 головы выше. Подписывайтесь с колоколом, ставьте лайк за труды, участвуйте в конкурсах и приходите на стримы. Девайсу однозначное да. Добра и удачи вам, дорогие друзья!